Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам покажу, как вышить небольшой элемент челночным стежком. Челночный стежок применяется тогда, когда вышиваемая форма не очень большого размера, и мы не можем применить гладь длинными и короткими стежками. Вот я взяла вот такой элемент, перевела уже его на ткань. Размер элемента примерно 2 сантиметра, чуть-чуть больше. И в ширину он у меня около сантиметра. Давайте прорисуем направляющие линии. Они у нас параллельны друг другу. И давайте его вышьем. Вышивать будем нитью в одно сложение. Показываю еще раз иголочку. У меня это 4 сантиметра в длину. Обязательно острый кончик. Нитки возьмите любые. Если вы возьмете зеленые ниточки, это у вас будет листик. У меня это вот такие вот розовые. Итак, давайте закрепим нитку сначала. И сейчас я вам покажу еще один способ, кстати, закрепления нитки. Делаем вот такой вот стежок. Протягиваем. Оставляем здесь хвостик. Не протягиваем до конца, оставляем хвостик. И еще один стежок. И стараемся прямо попасть иголочкой, расщепить нитку. Я тяну, видите, она закреплена очень хорошо, потому что я попала прямо в нитку. И теперь этот лишний хвостик можно отрезать. Сделаем контур. Шов назад иголку. И теперь давайте будем вышивать сам элемент. В принципе, вы можете начать с середины, то есть вот отсюда, и потом один край выполнить, потом второй край. Так будет немного проще. Но я все-таки начну с самого края. Тут самое главное выдерживать направление и при этом соблюдать, чтобы стежки были строго параллельны друг другу. Выходим за контуром, причем немного я под наклоном стараюсь выйти. И делаем первый стежок. Тоже под наклоном вот так. Следующий стежок рядышком вышли. И продолжаем. Чтобы соблюдать направление, можно вот так вот себе помогать. То есть сначала проложите, как вы хотите, чтобы лежала нить. И потом уже уходите иглой наизнанку. Наша задача укладывать стежки таким образом, чтобы они лежали плотно друг к другу и в то же время не наползали друг на друга. И это не очень просто. Еще и чтобы направление не менялось. Вот видите, здесь не совсем удачно у меня получилось. Получился просвет. Сейчас я вернусь назад. И закроем. Идем дальше. Еще следите за тем, чтобы не перетягивать нить, то есть не стягивалась, чтобы ткань. Для этого нужно, чтобы ткань была хорошо натянута в пяльцах. Иначе очень легко будет перетянуть.
на камеру вышивать не очень удобно. Поэтому там, где у меня я вижу просветы, я возвращаюсь и закрываю их. То есть мне нужно, чтобы ткань нигде не проглядывала. Вот так можно прямо иголочкой провести. Угу. Ниточка у меня закончилась, я сейчас ее закреплю и потом продолжу. Делаю 2-3 маленьких стежка. И вот мы уже подходим к самому концу. Завершающие стежки. Окиньте еще раз взглядом, все ли у вас получилось хорошо, не проглядывает ли где-то ткань. Ну вот и все. На этом можно закончить. Самое главное, что нам удалось вышить параллельными стежками вот этот элемент. И направление стежков везде здесь одинаковые. Итак, с этим элементом мы закончили. Переходим к следующему. Кстати, я предвижу вопрос. Почему мы вышиваем именно вот так вот, по косой? Можно ли вышивать вот в таком направлении? Да, можно. Но в данном случае это будет намного сложнее. Особенно если вы вышиваете в 2 нити. Потому что вот на этих концах, здесь и здесь, будут очень короткие стежки. И вам будет неудобно их укладывать. Трудно сделать их аккуратными. А когда мы вышиваем вот так вот, с разворотом немного, то стежки более длинные. Здесь и здесь. Поэтому так вышивать удобнее. Следующая техника, которую мы с вами изучим, называется гладь с настилом. Нарисуйте на ткани элемент небольшого размера и подберите подходящие нитки. Вденьте в иглу нить в 2 сложения. И давайте, как обычно, вышьем сначала контур. Я буду использовать шов в раскол. Ну вот, замкнули контур. И теперь будем выполнять сам настил. Нить менять не будем. То есть будем вышивать точно так же в 2 нити. Направление стежков у нас показано. Настил прокладываем плотными параллельными стежками внутри контура. Старайтесь выдерживать направление, но в целом слишком большая аккуратность здесь не требуется, потому что этот настил мы еще будем перекрывать сверху. И вот теперь будем вышивать сам элемент. Перекрываем настил точно так же челночными стежками, как мы это делали в предыдущем упражнении. Обратите внимание, что стежки укладываются в направлении, противоположном стежкам настила. И, естественно, контур мы тоже закрываем. При выполнении стежков есть такая тонкость. Следите за тем, чтобы нить ложилась не перекрученной, потому что она имеет свойство перекручиваться, поэтому периодически ее раскручивайте. И вот так вот, чтобы было вам удобнее, прямо можете приложить, а потом между
двумя нитями ввести иглу. И так доходим до самого конца. И, кстати, забегая немного вперед, я хочу сказать, что вы можете по собственному желанию варьировать толщину настила. Например, вы можете взять нить в 3 сложения или даже в 4 сложения. А нить, которую мы перекрываем, то есть сверху, можно взять в 1 сложение, например, или в 2, вот как сейчас я вышиваю. Результат будет немного отличаться. Поэкспериментируйте. И давайте мы выполним с вами еще один элемент. Нарисуйте на ткани кружок диаметром примерно 1 сантиметр. Контур будем выполнять нитью в 2 сложения. Да, и кстати, у меня элемент представляет собой правильный круг. Он выглядит немного сплюснутым из-за того, что камера расположена под наклоном. Итак, выполняем настил. Нить не меняем. Также в 2 сложения. Выполняем параллельные стежки. Начнем с центра элемента. А вот для верхних стежков мы в этот раз возьмем нить в 1 сложение. Нить используем ту же самую. Это важно. Стежки располагаем перпендикулярно к стежкам настила. Старайтесь не стягивать ткань. Укладывайте стежки мягко. И вот мы с вами выполнили 3 различных элемента, и вы сами можете увидеть теперь между ними разницу. А я с вами прощаюсь до следующего урока. До новых встреч!